Пока война в Иране продолжается, очевидно меняется местный режим. Лидеров ликвидируют, пока от предыдущих еще и кресла не успели остыть. И так власть все больше концентрируется в руках военных радикалов. Лоялисты объединяются вокруг флага, но граждане в массе своей все так же оппозиционны к руководству. Пропасть между сторонниками и противниками правящей элиты растет. На этом фоне Исламская республика начинает все больше напоминать группировку исламистов, которые прячут военных в школах и ищут возможности для терактов в Европе. Но превратилась ли Исламская республика в военизированную группировку с идеологией вместо полноценного государства? Или делать такой вывод пока рано? Посмотрим сегодня, как стремительно трансформируется иранский режим. Что нам известно о тех, кто сегодня управляет Исламской республикой? В целом немногое. Информации крайне мало. Сказывается и отсутствие интернета, и ликвидация множества фигур, которые сам режим буквально олицетворяли. Но в общих чертах расклад понятен. Последние умеренные политики были отодвинуты от власти еще до начала военных действий. Консерваторы во власти последовательно выдавливали реформистов из ключевых органов с конца 2010-х. Умеренных же, как значимой политической силы, в Иране не существовало как минимум с начала 20-х. При этом в январе, во время подавления протестов, под домашний арест, по слухам, попали бывший президент Хасан Рухани и бывший министр иностранных дел еще один. Они никаких постов давно не занимали, считались людьми системными, но к лагерю реформистов все-таки относились. Поэтому их решили нейтрализовать просто на всякий случай. Так, на момент начала ударов от умеренной фракции в Иране уже ничего не осталось. Но были так называемые прагматики. Консерваторы, которые скептически настроены к Западу и свободам для граждан, но, однако, считают уступки и компромиссы необходимыми в критическом случае, когда система может вот-вот рухнуть. Главной фигурой прагматиков был секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Однако, во-первых, Лариджани на конец февраля уже был одним из немногих оставшихся прагматиков во власти. Во-вторых, он был убит Израилем 17 марта, после чего вопросы о влиянии этой фракции отпали сами собой. Формально есть еще один реформист во власти. Это президент Масуд Пазешкиан. Вообще-то он избран на всенародном голосовании. Однако он в этой системе как был, так и остается фигурой номинальной. И, похоже, совсем отстранен от принятия серьезных решений. Показательная история с ударами по Турции и Азербайджану 4 и 5 марта, после которых Пазешкиан решил извиниться перед соседними странами. Это не понравилось силовому блоку. Уже на следующий день Пазешкиан был вынужден извиниться за то, что извинялся, заявив, что его неправильно поняли. Остаются силовики. Самой влиятельной фигурой среди оставшихся в живых считается спикер иранского парламента. Может, тебя в ролике иногда включать? Поставить камеру, чтобы ты мог спросить что-нибудь посередине. Да ты такие вопросы всегда смешные задаешь, что как раз... Остаются силовики. Самой влиятельной фигурой среди оставшихся в живых считается спикер иранского парламента Мухаммад Багер Галибаф, бывший военный, тесно связанный с корпусом стражей исламской революции. Тот же тренд закрепило избрание нового верховного лидера. Муджтаба Хаменеи, как мы помним, считался фигурой близкой к КСИР. Правда, пока он как-то не появлялся на публике. Показательно и избрание нового секретаря Совбеза Мухаммада Багера Зольгарда. В отличие от Лариджани, который все-таки олицетворял гражданских во власти, Зольгард – кадровый военный и бывший офицер КСИР. К какому лагерю он относится, сомнений нет. Происходит, в общем-то, понятная метаморфоза. КСИР из органа, который защищал режим, превращается, или даже уже превратился, в орган, который режим формирует. При этом власть пока не может быть централизована по примеру типичных диктатур. И на то есть причины. Во-первых, в момент транзита новым лидерам нужно время для монополизации власти. Процесс этот даже при наличии желания и возможности не происходит моментально. Во-вторых, чтобы выжить в ситуации, когда над столицей свободно летают израильские самолеты и чуть ли не каждый день ликвидируют все новых начальников, нужно не монополизировать власть, а ровно наоборот, распределять полномочия среди разных людей и институтов, чтобы убийство одного человека не парализовало всю систему. Более того, органы эти должны хотя бы частично дублировать полномочия друг друга или иметь для того возможности. Это базовая стратегия выживания в разгар войны, когда никто не знает, кто будет нейтрализован следующим. Мало того, что конструкция сама по себе откровенно сложноватая,
так и сами силовики не просто не чувствуют себя в безопасности, но, в общем-то, знают, что любой момент может для них стать последним. Что, понятное дело, выработку и реализацию какой-либо внятной стратегии затрудняет. При этом не будем забывать, что КСИР — это не просто военные, но еще и исламисты. Идеология играет для них не последнюю, мягко скажем, роль. Так что же может родиться в такой причудливой комбинации? Некоторые изменения заметны уже прямо сейчас и позволяют сделать определенные выводы. Скажем о них после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Вы знали, что обойти блокировки можно не только с помощью VPN, но и с помощью прокси-серверов? По сути, это туннелирование трафика, как и с VPN, но только для одного приложения или браузера и без шифрования. Крайне полезная вещь, если вы SEO-специалист, геймер, продвигаете аккаунт в соцсетях или просто хотите пользоваться конкретным приложением или сидеть в сети с браузера безо всяких сбоев, с хорошей скоростью и не полагаясь на VPN. Для Телеграма, например, прокси подходит идеально. Купить индивидуальную прокси-сервер можно у ProxyLine. Сервер будет принадлежать только вам, и вы легко сможете настроить его в браузере или на телефоне. Доступных стран больше сотни. Вы даже можете выбрать конкретный город или подсеть. ProxyLine работает уже 7 лет. Есть тысячи хороших отзывов, и, что важно, сервис строго контролирует геолокацию IP-адресов и проверяет их наличие в спам-базах. Это значит, что с ProxyLine у вас будет чистый, качественный IP-адрес с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить сразу много прокси-серверов и управлять ими в удобном личном кабинете. У ProxyLine также появилась актуальная функция в связи с блокировками. Вы можете просто, поставив галочку, исключить IP-адреса, для которых обнаружите проблемы с доступом из России. К тому же, если вы будете покупать из России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Служба поддержки доступна 24/7. При покупке действует гарантия возврата. Если вас вдруг что-то не устроит, вы можете заменить IP-адрес прямо в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. Купить, кстати, можно не только через сайт, но и через Telegram-бота. По промокоду CATS будет скидка в 10%. Предложение действует только до 31 мая. Покупайте прокси-сервера по оптовым ценам у ProxyLine. Продолжаем. Надеюсь, вы не перематывали рекламу. Не перематывали же? С момента создания Исламской Республики идея шахида и мученика, погибшего за правое дело, была одной из центральных. Именно она сыграла важную роль в годы Ирано-Иракской войны в 80-х. Тогда жертвенность иранских солдат помогла защитить страну от превосходящей по всем техническим параметрам армии Саддама Хусейна. Улицы и площади в стране начали называть в честь выдающихся шахидов. То тут, то там появлялись портреты героев, павших в боях с врагом. Однако последние десятилетия концепция мученичества за правое дело в Иране постепенно размывалась. Да, на городских баннерах размещали фото пограничников, убитых в перестрелках с курдами или балуджами, и бойцов КСИР, погибших в Сирии. Но для рядового иранца эти истории представляли мало интереса. Время, если и не было мирным, то казалось таковым. А то, что где-то далеко кто-то погибает, сражаясь не пойми за что, людей впечатляло не сильно. Их куда больше интересовали цены на продукты и безработица. Власти, конечно, пытались концепцию актуализировать. Причислили к шахидам, например, врачей и медсестер, погибших от коронавируса во время пандемии. Признали шахидами всех жертв сбитого Боинга компании Международной авиалинии Украины. Напомню, его сбили силы иранского ПВО, вроде как по ошибке, в начале 2020-го. По официальной версии, военные опасались удара США и приняли мирный самолет за крылатую ракету. Тогда погибли 176 человек, в основном иранцы, летевшие в Канаду с пересадкой в Киеве. В общем, Исламская Республика пыталась что-то эдакое идеологическое раскачать, но не пошло. Никакие шахиды людям интересны так и не стали. Единственным исключением стал глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Его по приказу Трампа убили американской ракетой в начале 2020 года. Тогда проводить его действительно собрались десятки тысяч иранцев по всей стране. Но то был лишь один отдельный эпизод. Теперь же на фоне ударов концепция мученичества за правое дело возрождается сама собой. Убитые представители военно-политического руководства Ирана,
становится ролевой моделью для тех, кто приходит на их место. Сопровождается все это мрачным фатализмом. В этом смысле показательное видео, где народ выходит на провластный митинг в Тегеране, и где-то поблизости пролетает ракета. Люди восторженно кричат «Аллах Акбар» на фоне клубов дыма. Разумеется, все это справедливо лишь для лоялистов. Рядовой иранец к религии остается равнодушен и все так же ненавидит Исламскую республику. Но поддерживающая власть в стране есть, и для них идея сопротивления расцветает вновь. А часть этих людей готовы убивать и умирать за возрождающиеся идеалы. Прям пожертвовать собой готовы, конечно, далеко не все, но такие люди тоже есть. Идея жертвенности идет еще дальше. Ведь ради сопротивления и борьбы за идеалы революции можно жертвовать и другими. Мы видим все больше свидетельств, что иранские военные размещают технику и пункты сбора в школах. Смысл понятен. И военная техника, и базы КСИР регулярно подвергаются ударам со стороны Израиля и США. А спрятаться в школе – известный прием, уже освоенный другими исламистами. Ровно так регулярно поступают Хамас в Газе, пряча в том числе и пусковые установки для ракет, не только в школах, но и в больницах. Стратегия в каком-то смысле для таких режимов беспроигрышная. Во-первых, живой щит может прикрыть боевиков. Во-вторых, если удар все-таки будет, то десятки убитых гражданских станут наглядным свидетельством зверств с атакующей страны. Ошибочный удар США по иранской школе уже произвел сильное впечатление на многих в Иране. Власти активно использовали эту трагедию в пропаганде. Новые подобные эпизоды пошли бы Исламской республике только на руку, чтобы мобилизовать поддержку и дискредитировать военные действия против нее. Добавим сюда факт, что полиция и военные в Иране теперь часто ездят на гражданских автобусах, а военные автомобили с пулеметами и КПП прячут под мостами и городскими развязками. Не менее тревожный звонок — сообщение о попытках терроризма со стороны КСИР. The Wall Street Journal сообщает, что европейские страны расследовали попытки атак на синагоги и еврейские школы в Европе. Организовывала их группировка «Исламское движение праведных сподвижников», за которой могут стоять иранские власти. С начала войны на Ближнем Востоке в Западной Европе было совершено или сорвано почти 2 десятка нападений на еврейские объекты в разных странах. Пока террористическая деятельность за пределами Ирана не принимает по-настоящему серьезных масштабов, но какое-то движение в этом направлении, по всей видимости, идет. Так что мы имеем с точки зрения трансформации Исламской республики? Принятие решений еще больше децентрализуется, что затрудняет и без того усложненное управление. Власть все больше переходит к силовикам. Это позволяет лучше решать военные задачи с одной стороны и сильно осложняет решение гражданских вопросов с другой. Наконец, лоялисты еще больше сплотились вокруг революционной идеологии и готовы жертвовать жизнями, в том числе чужими. Это все дело еще больше усиливает разрыв между обычными жителями Ирана и сторонниками режима. Все это очень отдаленно напоминает нормальное государство. И куда больше похоже на квазигосударственное образование, в центре которого радикальная военизированная группировка, без четкой стратегии, но с объединяющей идеологией и реальными врагами в виде США и Израиля. Главная проблема такой конструкции в том, что враг, пусть даже трижды реальный, находится на заметном расстоянии и почти недостижим. Это, конечно, может измениться, если начнется масштабная наземная операция. Но даже если нет, всегда можно найти врага поближе. Большая часть населения Исламскую республику совершенно не жалует, а значит, борьбу можно вести против них. Тот же Хамас с зачистками среди своих занимается ничуть не реже, чем борьбой с Израилем. В 2006 году они начали убивать представителей другой палестинской фракции Фатх в Газе. Многих просто выбрасывали из окон. Как Исламская республика может расправляться с собственным населением, мы уже видели в январе этого года. А 10 марта полиция Ирана заявила, дескать, отныне выходящие на улицы будут считаться не протестующими, а врагами. Уже сейчас иранцам рассылают СМС, которые прямо предупреждают о последствиях в случае протестов. Злой враг снова стремится посеять страх и хаос на улицах. Их ожидает удар сильнее, чем 8 января, говорится в таких сообщениях. Напомню, именно 8 января иранские власти, силы безопасности точнее, начали расстреливать выходивших на улицы людей. Сколько тогда погибло, точно неизвестно. Оценки разнятся от 10 до 40 тысяч человек. Теперь же власти Ирана обещают, будет еще хуже.
Приближенные к Исламской Республике еще больше отдаляются от обычных граждан Ирана, поскольку имеют особый доступ к некоторым сервисам. Взять хоть интернет. У обычных граждан Ирана его нет прям совсем. Вы можете попробовать привести терминал Starlink, но это дело уголовно наказуемое. От 6 месяцев за хранение и использование, вплоть до смертной казни за контрабанду. При этом у чиновников Исламской Республики интернет, конечно же, есть. Им, наряду с представителями государственных СМИ, выдаются так называемые белые сим-карты, которые при содействии властей предоставляют неограниченный доступ в интернет. Министр иностранных дел Аббаса Аракчи недавно даже спросили в интервью, почему он может общаться через Zoom, пока его соотечественники вообще лишены доступа к интернету. Министр ответил: да, потому что я, мол, голос всех иранцев, я защищаю, мол, говорит, их права. Вот, посмотрите. Foreign Minister, we are running out of time and I can see the internet is going in and out here. I just do want to point out, you're speaking to us via Zoom. The Iranian people don't have open internet access, but you do. Why? Well, because I'm the voice of Iranians, and I have to defend their right. So this is why I have access to internet to just have our voice being heard by the international community. But internet is closed because of the security reasons, because we are under attack, we are under aggression. И водораздел этот, вероятно, будет только нарастать. Сначала интернет, дальше, возможно, приоритетное обеспечение социальными услугами, а то и вовсе продовольствием. Внутри Ирана формируется группа, которая сама себя назначила привилегированной, поскольку она, дескать, носитель священной идеологии. Она же может жертвовать людьми ради спасения Отечества, сколько и как, по своему усмотрению. В конце вернемся к нашему изначальному вопросу. Превратилась ли Исламская Республика в исламистскую группировку? Пожалуй, в полной мере пока еще нет. Да, есть попытки террористической деятельности, к счастью, не особо удачные. Но все же пока еще сохраняются какие-никакие институты власти, некоторая видимость государства. Но это самое государство все больше скукоживается до группы вооруженных фанатиков, которые смотрят на иранское общество, а видят живой щит и угрозу одновременно. Если хамасизация Исламской Республики и идет, то она еще не приняла окончательной формы. Во всяком случае, пока. Да, в конце надо сказать, внутренняя ситуация в Иране – это, конечно, не наш департамент совершенно. Поэтому за помощь в подготовке этого ролика я благодарю Никиту Смагина, специалисту по Ирану, автора книги «Всем Иран». До завтра!